Ключевой сотрудник, руководитель проекта говорит, что уже нашел новую работу. Получил оффер и уходит. Стоит ли пытаться его удержать? Вторая проблема. Сотрудники приходят к нам, растут, через год-два уходят выросшими, обученными в другие компании. Как с этим бороться? Уточню, что у таких сотрудников доход растет и пропорционально ответственности. Часто за год зарплата становится больше в 2-2,5 раза. Так, смотрите. Первое. Когда к вам пришел сотрудник и говорит, что уже нашел новую работу и получил оффер, стоит ли его пытаться уговорить, удержать? Да, стоит. А почему нет? Почему бы не попытаться, если он вам нужен? И если вы готовы дать ему что-то конкурентное, не обязательно даже деньги, возможно, перспективы роста, возможно, что-то еще, конечно, вам надо попытаться его уговорить. Потому что это нормальный абсолютно процесс, что у вас уводят сотрудников. Ну, это рынок. Если у вас вырос хороший сотрудник, вполне нормально, что ему будут предлагать другую работу, знакомые, незнакомые, HR продвинутые будут доставать его через социальные сети и так далее, чтобы его заполучить. Это рынок, а на рынке нужно торговаться, поэтому, конечно, имеет смысл с ним общаться, имеет смысл предлагать ему какие-то условия и так далее, и, возможно, он останется. Вторая проблема, то, что сотрудники у вас работают год-два и уходят, выросшими и обученными в другие компании. Да, и при этом вы говорите, что у них зарплаты хорошо растут. Смотрите, обычно такое происходит тогда, когда у сотрудников внутри вашего бизнеса нет большой перспективы для роста. Это может быть, например, связано просто с размером вашей компании. Это, кстати, одна из причин, почему я говорю, ребята, не думайте, что маленький бизнес, небольшой бизнес – это хорошо. Небольшой бизнес – это ад. Это ад на земле. Чем больше у вас компания, тем легче вам бизнесом управлять. Я не преувеличиваю. И вот это один из примеров, почему большой компании намного проще управлять. Потому что у людей есть больше перспективы для роста внутри компании, и они реже уходят. Меня повысили. И как отказаться от такого вида, верно? В маленькой компании, да, вы увеличиваете зарплаты. Но понятно, что есть какие-то рыночные рамки. Вы не можете увеличивать их бесконечно. А людям, кроме того, нужны далеко не только зарплаты. Они хотят становиться менеджерами, старшими менеджерами, кураторами, руководителями, executives и так далее, и так далее. Понимаете, у них есть этот импульс. Причем этот импульс есть у самых лучших, у самых ценных. Но если у вас компания не растет сама по себе, если она не растет хотя бы там на 50% каждый год постоянно, то у этих людей просто нет возможности. Они упираются в потолок, и все, они уходят. Поэтому быстро растущей большой компанией управлять намного проще. Снимается очень много проблем. Она, во-первых, становится привлекательной. И туда как раз такие ребята из малых компаний приходят, потому что они приходят, они понимают, ну, зарплату мне и там, и здесь, ну, примерно одинаковые заплатят, но здесь компания большая, быстро растущая, она открывает новые рынки, она открывает новые языки, и в этой компании я смогу там подняться на уровень менеджера там и вырасти, понимаете? Вот в чем фишка. Я поэтому все время говорю, смотрите, вот это причина, почему надо строить систему управления. Потому что обычно основной барьер в том, чтобы компания быстро росла на протяжении долгого времени, заключается не в том, что вы что-то ненужное рынку предоставляете. Он заключается не в том, что вы дорого продаете. И, как правило, даже не в том, что вы плохо рекламируете. Как правило, основной барьер в том, что организационно компания не может вырасти. Понимаете, недостаточно быстро нанимает, недостаточно быстро вводит должность, недостаточно быстро подвигает к карьерной лестнице, не имеет понятной структуры, не измеряются результаты, нет нормального планирования. И это просто замедляет рост. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Это удивительный факт, но просто подумайте, насколько это несправедливо. Маленькой, нерастущей компании управлять в несколько раз сложнее, чем большой и растущей. И при этом эта маленькая, черт побери, нерастущая компания, она еще и денег ни черта не приносит, и не стоит она ничего. То есть ты ни капитал не заработаешь, ни текущей прибыли не заработаешь. Поэтому вообще маленькие компании, вот я хочу, чтобы прямо у вас была такая точка зрения. Маленький бизнес – это просто росток большого. Это не достижение. Это просто определенный этап, и ничего больше, и этот этап нужно пройти как можно быстрее. Чем быстрее ты его пройдешь, тем больше у тебя будет свободы, результатов и всего такого.